Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами работа ученицы. Эти ноготочки сделала ученица. Это был ее первый день базового курса. И после того, как она выполнила эти ногти, я уже села сделать дизайн клиенту и показать какие-то интересные приемы ученицы. В данном случае клиентка выбрала себе в качестве покрытия вот такой вот очень приятно розовый оттенок. Очень вкусный цвет. При этом эта девочка у нас осталась мало того, что с разным дизайном на руках, эта девочка у нас еще и с разной формой на разных руках. Но ей так захотелось, а мы ей в принципе не отказали. Да-да, у сумасшедшего мастера сумасшедшие клиенты, которые не только делают разные руки в плане дизайна, но и разные руки в плане длины и формы, потому что я спокойно ношу разные руки именно в таком виде. Они у меня могут быть и по форме разные, и по длине разные, как вы видите на своем экране. Ну и в принципе клиенты у меня тоже эту идею поддерживают. Хотя эту девочку я еще не видела, она придет, расскажет, как она с этим отходила. Я вам в Инстаграме потом постараюсь не забыть отписаться. Мы же тем временем перекрываем ей ноготочки, и для того, чтобы сохранить вот этот вот наш красивый камуфляжик с блесточками, которым выполнены ноготочки, мы под дизайн делаем не полное покрытие, а частичное. Мы перекрываем только половину ноготка, на второй половине будем рисовать вензелюшки. Как я вам уже говорила, с Зинаидой у нас получилась какая-то такая себе неделя вензелей. У нас каждый день были какие-то вензеля, они были каждый день разные, поэтому если вы хотите посмотреть все наши интерпретации, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить ролики. Ролики выходят каждый день, и вы обязательно в ближайшее время увидите все, что мы там вытворяли. Итак, мы покрыли наши ногти и черной красочкой начинаем прорисовывать вензеля. В данном случае вензеля у нас будут очень интересные в виде рожек таких, ну не кружочков больше, да, а таких вот встречных друг другу элементов. Я их называю для себя рожками. Следим за тем, чтобы вензелечки у нас были тоненькие, изящные, чтобы у нас хвостики вензелей выходили очень аккуратненько. Если вы не умеете рисовать вензеля, у меня на канале есть бесплатный урок, называется «Как рисовать вензеля». Там я рассказывала именно схематические особенности строения вензеля, обязательно посмотрите. Если же вам недостаточно и этого, можете прийти на онлайн-курс, где мы с вами в ежедневном порыве будем рисовать миллионы вензелей и ставить на это руку, где я буду контролировать каждую вашу работу, каждое движение вашей кисточки, и еще ни один человек не ушел, чтобы он вензеля рисовать не научился. Мы же прорисовываем вензелюшки, в данном случае слишком тонкие элементы нам не нужны, потому что в дальнейшем мы будем заполнять их еще дополнительными оттенками цвета, и нам нужна площадь, где эти оттенки цвета у нас будут располагаться. Заполняем все наше пространство максимальным количеством, ровно настолько, насколько нам это нравится. То есть, если вы хотите оставить больше пустого пространства, оставляйте. Меня же вы знаете, я люблю максимально забитые дизайны, я люблю максимально дорого-богато, поэтому практически каждый миллиметр поверхности я напхала вензелями. Ну и клиентки у меня тоже такие, что ну давай еще немножечко, давай еще здесь, ну вот тут вот еще чего-то не хватает. Поэтому в принципе мы собрались все такие вот в одном месте.
В общем, сегодня мы решили сделать указательные и средние пальчики и делаем все это одинаково на двух пальцах, только навстречу друг другу, чтобы дизайн вроде бы как перетекал с пальчика на пальчик. На самом деле это довольно-таки залипательная картинка, можно вечно смотреть на то, как же кисточка таким волшебным образом берет каплю материала, вытаскивает из нее вот такой вот закрученный вензелек. Поэтому оставляю вас наслаждаться, встретимся на следующем этапе. Следующим уровнем дизайна после просушки предыдущего мы смешали тот розовый оттенок, который у нас в покрытии, с капелькой белой красочки. Получили гель-лак более плотный, разбеленный и не текучий, потому что гель-краска довольно-таки густая. Она загустила нашу консистенцию, и у нас получился материал, который идеален в работе. И этим материалом мы наполняем свои вензелечки. Наполняем таким образом, чтобы с двух сторон от нашей светлого нашего элемента остался бортик из черной краски. Это создает впечатление, как будто мы рисовали сначала светлым оттенком, а потом 3 дня тонкой кисточкой обводили каждый светлый элемент черной краской. На самом деле делается это именно вот в таком порядке, и получается очень интересный эффект. Кстати, его можно использовать во многих дизайнах. Вот тут следим за тем, чтобы светлые элементы у нас были тоненькими, потому что нам не нужно закрасить черный, нам нужно оставить его по контуру. Далее уже чисто белой красочкой кое-где по самым капелькам пробегаемся, расставляем белые акценты. Это всегда добавляет объемности нашему дизайну, это всегда добавляет свежести, это всегда добавляет нежности. Кое-где этой же белой красочкой добавляем отдельно стоящие вензелечки, то есть окончательно забиваем те пустые места, которые мне не нравятся, но я же хотела сохранить камуфляж с блесточками, поэтому забиваем его полностью вензелями. Нелогично, ну а что поделать?
Ну я же настоящая девочка, у меня настоящая женская логика. Подскажите мне в комментариях, кто по такой же логике, как и я, работает. Мне будет интересно, надеюсь, я не одна такая. Итак, все получившееся безобразие мы перекрываем финишным покрытием, и на этом наш дизайн готов полностью. Итак, вот такие ноготочки у нас получились. Очень красивые, очень интересные. Дизайн смотрится потрясающе, красиво. Нам понравилось, клиентка ушла довольна. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!